Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали, так, и с новым узорчиком. Акцентирую ваше внимание, что вы берете любую пряжу, узорчики универсальные. Самое главное, правильно подобрать крючок. А я рассказываю о пряже, которую буду сегодня применять непосредственно в образце. Итак, в моем случае сегодня ниточки называются Газал Baby Cotton. Кто еще не вязал, новички, смотрите. Моточки в 50 граммах 165 метров. Так. По составу получается это 60% хлопок, 40% акрил. Дальше, кому цвет понравился, на камеру передает, ну, в принципе, да, так и передает. Получается 34-22. И нам рекомендует производитель, берите крючок, вот, смотрите, получается 2-3 миллиметра. Так? Ну, тут, естественно, идет градация на других, получается, языках, другие размеры. Итак, 2-3 миллиметра. Я беру крючок 3 миллиметра под свою плотность вязания, под свой узорчик, так, и буду вязать им. Вы, в свою очередь, точно так же читаете аннотацию к вашей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте, например, я наберу 8 раппортов, да, получается 32 воздушные петельки. И еще одну воздушную петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно закончился. Итого получается 33 воздушные петельки. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, да, особенно новичкам, я рекомендую сделать вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. К пятой петельке делаем накид, ныряем в пятую петельку и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. В следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. И так мы с вами шагаем по каждой петельке нашей цепочки, то есть на протяжении всей цепочки провязываем столбики с накидом. И сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я набрала 33 воздушные петельки, значит в моем случае должно получиться 33 столбика с накидом. Ну, а в вашем случае ваше количество. Не забываем, что первые 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Этой же ниточкой. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, накид. И сюда же, в этот же столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Раз. И сюда же столбик с накидом 2. То есть получается вместе с 3 петельками подъема здесь у нас получается 3, да, столбика с накидом. Раз, два, три. Далее смотрите, накид. Что мы делаем? Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый нырнули и провязали столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять вернулись сюда же столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. Смотрите, у нас получается вот такой вот маленький интересный веерочек. Далее накид. Пропускаем опять 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый нырнули и провязали точно такой же веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять вернулись. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Угу. Вот, еще один веерочек. И так далее. То есть шагаем, получается, через каждые 3 столбика.
Раз, два, три пропустили, и в четвертый провязываем точно такой же веерочек. Ничего сложного. Вот так вот вы идете до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки, все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И вот в третью петельку подъема нырнули и провязываем, как и в начале ряда, да, 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. И здесь, смотрите, я буду провязывать столбик не до конца, я оставлю 2 петельки, потому что я хочу подключить новый цвет. Вы можете подключать, можете не подключать. Смотрите, 2 последние петельки я провязываю новой ниточкой, и ряд у меня закончился, видите, розовой ниточкой, но в процессе вязания уже есть беленькая. Далее, смотрите, делаю 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Подтягиваю розовую ниточку, поворот, а теперь будьте внимательны. Смотрите, я, получается, буду опускаться на ряд ниже. Вот, там, где мы столбики провязали, обычные столбики с накидом. Помните, мы пропускали 3 столбика. Раз, два, три. Так вот, я ко второму столбику присоединяюсь, беру за верхушку его, вытягиваю ниточку и провязываю столбик без накида, то есть 2 петельки вместе. Оп, пока повторяйте, сейчас поймете принцип. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я перепрыгиваю полностью весь веерочек и опять иду к 3 столбикам, а именно к центральному столбику, берусь за верхушку, так, вот таким вот образом. Вытягиваю ниточку беленькую и провязываю 2 петельки вместе, столбик без накида. Вот. У меня здесь вот такая вот арочка. Здесь как бы пол арочки получилось, да? А здесь полноценная вот такая арочка из воздушных петель. Опять 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И опять я перепрыгиваю весь веерочек, опускаюсь на ряд ниже, там, где у меня были 3 столбика. И к центральному столбику из 3, да, ко второму столбику присоединяюсь, за верхушку беру и провязываю столбик без накида. Все, и вот таким вот образом я шагаю до конца ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6. И опять перепрыгиваю к центральному столбику из 3 предыдущего ряда. Столбик без накида. Не сложно? Не сложно. И у вас вот такие вот арочки будут лежать перед вашими веерочками. Все, давайте до конца ряда. Самостоятельно у вас получится. И в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Угу. Как вам? Здорово? Здорово. И не сложно, да? Итак, как мы заканчиваем наш ряд? Мы делаем всего лишь только 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Как и в начале ряда. И присоединяемся. Помните, да, у нас были 2 столбика, так, и 3 петельки подъема. К третьей петельке присоединились, вытянули ниточку, столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид. Вот 3 петельки подъема розового, да, розовые веерочки, смотрим на них. 3 петельки подъема и столбик. Между ними вот так вот нырнули насквозь, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Раз. Накид, сюда же опять нырнули и провязали столбик с накидом 2. Есть. Далее смотрите, накид. Мы обращаемся вот к нашему розовому веерочку. Беремся вот так вот за арочку, да, из одной воздушной петельки. И параллельно захватываем арочку из 6 воздушных петель, которые провязывали. То есть 2 арочки берем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом раз. Накид. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись. Столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. То есть мы, получается, с вами провязали веерочек, точно такой же, который был в самом первом ряду розовый, видите? Дальше шагаем точно так же. Накид. Опять переключаемся вот на наш веерочек и захватываем ту же самую арочку беленькую из 6 воздушных петелек. То есть 2 арочки. Оп. Провязываем столбик с накидом раз. Накид. Сюда же нырнули, столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. То есть вы повторяете самый-самый первый ряд
Угу. Самый первый ряд. Вот наши веерочки. Единственное, что вы захватываете еще и воздушную, вот эту вот арочку из воздушных петель. Смотрите, что в итоге получается. Видите? Здорово. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, потому что несложно. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наши веерочки. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. Итак, накид. Помним, да? Здесь у нас получается 2 столбика и 3 петельки подъема. Так вот, за вторым столбиком ныряем вот так вот насквозь и провязываем. Смотрите, столбик с накидом раз, столбик с накидом 2 и третий получается столбик. Мы ныряем непосредственно вот в беленький наш ряд, да? Воздушную петельку нырнули и провязали третий столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Если вы хотите, то вы дальше вяжете этой же ниточкой. Я хочу опять переключиться на свою розовую. Вы можете переключиться на третий цвет, да, то есть на ваше усмотрение. Вот так вот оставляю 2 последние петельки своего столбика и к нему подтягиваю розовую ниточку. Сильно не тяну, чтобы край мой не зажулькался, да, легонечко. И провязываю 2 последние петельки. Все, красота. Ряд мой закончился все-таки беленькой ниточкой, но в процессе вязания уже появилась розовенькая. Итак, опять делаю 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. Помним, да? То мы сейчас будем делать с вами вот такие вот арочки из воздушных петель. Куда мы присоединяемся здесь? Смотрите внимательно. Вот получается, мы должны вот так вот опуститься вниз к розовому ряду, то есть розовое к розовому. И у нас здесь, помните, 3 столбика было и сразу же веерочек. Так вот, там, где столбики наши соединяются, да, вот таким вот образом, оп, захватили, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Есть. Дальше 6 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Опять получается, перепрыгиваем весь наш белый веерочек, так, и розовое к розовому. То есть мы опускаемся до розового ряда, там, где соединяются наши столбики, захватываем вот так вот, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Опять 6 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Этот ряд несложный, да? Самое главное понять, куда вы присоединяетесь. Вот. Розовое к розовому. Ну, ваш может быть другой цвет, но принцип, да, понятен. Вот. Вот таким вот образом. И шагаем до конца ряда. Вот опять у нас перед веерочками опять находятся наши арочки из воздушных петель. Понятно? Давайте до конца ряда самостоятельно, несложно. А в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, вот опять наши арочки готовы. Лежат они перед веерочками. Заканчиваем ряд точно так же. 4 воздушные петельки. Ничего сложного. Раз, два, 3, 4. И вот помните, да, наши столбики, да, вот они, 3 столбика, 2 столбика. И получается присоединяемся к третьей петельке подъема, да, столбик у нас. И провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки, поворот и все то же самое, что мы с вами провязывали. Вот получается мы ныряем между столбиками и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Далее, смотрите, получается, мы перепрыгиваем вот к нашему беленькому веерочку и захватываем арочку от беленького веерочка и арочку вон ту, да, розовенькую из воздушных петелек. 2 арочки вместе и опять же провязываем веерочек, состоящий из столбиков с накидом. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, воздушная петелька, опять столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Все, несложно, несложно. Вы повторяете, получается, первый ряд, третий ряд, все то же самое. Сам по себе узорчик всего лишь 2 ряда. В одном ряду вы, получается, делаете веерочки, так? В другом ряду вы делаете арочки из воздушных петель. Потом переключаетесь на новый цвет. А может быть, не переключаетесь. И опять делаете. В одном ряду веерочки, в другом ряду арочки из воздушных петель. Все. Это весь раппорт узорчика. 2 ряда. Просто меняете цвет. Вот такая вот красота получается с этой стороны. Как вам?
Давайте увеличим, да, наш образец на несколько рядочков. Вы уже поняли принцип. Так, то сейчас у вас тут веерочки. Дальше переключаемся на новый цвет. У нас идут, получается, вначале арочки, потом веерочки. Ну, я, по крайней мере, буду переключаться опять. Арочки, веерочки, переключаюсь. Арочки, веерочки. Ничего сложного. Увеличим наш образец и встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Нравится? Узорчик, конечно, такой плотненький получается, да? Вот так вот он в моем случае тянется. Вот так вот тянется. Это получается у меня лицевая сторона. Смотрите, изнаночка вообще ничем не хуже. Гляньте. Здорово, да? В принципе, можно носить, конечно, на две стороны. Получается у вас две вещи. Одна сторона, потом раз перевернули, вторая сторона. Оригинально, интересно, да? Можете точно так же два цвета делать. Можете сделать в 3 цвета, в 4, то есть на ваше усмотрение. Здесь вас никто не ограничит. Можете одним цветом, можете и меланжевая, может быть, и секционная пряжа, да какая угодно. Это может быть и летняя пряжа, это может быть демисезонная зимняя пряжа. В любом случае узорчик будет смотреться шикарно, как по мне, но обязательно пробуйте из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Угу. Итак, давайте замерим красоту сегодняшнюю. Итак, я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. То есть в моем случае, смотрите, сколько получается это. 18 сантиметров. Здорово? Здорово. А тут получается у нас раз, два, да, потом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 рядочков. Видите, какой он плотненький. То есть он невысокий, он плотненький. И это получается вот так, 9 сантиметров. Вот. Надеюсь, вам понравился данный узорчик. Кто, если данным узорчиком вязал, он же ж не новый узорчик, да? Рассказывайте, что вязали, что у вас получилось. Вот такой вот объемный, такой рельефный. Видите, он получается. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Но помимо вещей, да, конечно, можно связать что? Это могут быть чехлы, это могут быть сумочки, это могут быть различные косметички. Почему бы нет? Интересный же узорчик, да, и плотненький. Ну, чуть-чуть дырявчатый, но очень оригинальный в копилочку ваших узорчиков. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Сохраняйте себе в плейлисты. Делитесь с друзьями, с подружками. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.